Всем привет! Как говорится, новый день и новая пища. Начинаю новый проект по вот этому небольшому автомобилю. Я, собственно, думаю, проект будет небольшой, потому что работы по этой машине в принципе немного. Пара косметических вопросов и пара технических вопросов. Поэтому проект будет состоять из двух частей. Сегодня я его представлю, расскажу, что нужно сделать, что за машина, и будет потом заключительное видео, в котором подведу итоги. Итак, это у нас Volkswagen Fox, он 2010 года выпуска, пробег у него 195 тысяч километров, одна хозяйка была, бензиновый мотор 1.2, 40 киловатт, комплектация фольксвагеновская, так называемая спартанская, то есть везде крутилки, нажималки, никаких абсолютно излишеств, потому что за излишество в Volkswagen нужно платить, за каждую кнопочку, за каждую ручечку нужно платить 100-200 евро. Эта комплектация самая простая, в ней абсолютно ничего нет, даже центрального замка. Так, что нужно сделать по этой машине? По этой машине нужно сделать следующее. Есть косметические вопросы. И начнем мы вот с этого места, вот с этого вопроса. Это у нас порог. Здесь порог уже когда-то делался. И вот это, видите, отлучивается шпаклевка. И под шпаклевкой вот такая некрасивая ерунда. Вот здесь вот точно будет выгнившая дырочка. И это плохо. Видите, оно все отпадает абсолютно. Ну, хотя будем смотреть. Может, что-то и получится без сварки обойтись. Потому что тут в Германии сварка тоже имеет космические цены. Блин, 10 сантиметров заплатишь 100 евро. За шов длиной 10 сантиметров заплатишь 100 евро. Это как минимум. Поэтому буду надеяться, что здесь дырок не будет. И я как бы смогу это все просто подшпаклевать, зачистить и привести все это в порядок. Красочку я уже заказал, такую оригинальную. То есть позанимаюсь вот этим местом. Дальше. Вот здесь небольшое место, это я уже тоже начал делать. Здесь была краска поднята, соответственно, я все это дело зачистил и вылезли вот эти вот дырочки. То есть, ну, здесь, я думаю, я попробую, кстати, оловом это запаять. Может быть, получится. То есть вот эти два места, это чисто косметика. Ну, здесь подполировать, вообще ее подполировать там кое-где нужно будет. Так, технические вопросы какие? Не держит ручник уже в самом верху, и, ну, как он держит, но очень плохо. И так как тут придется проходить тюф, поэтому я решил заказать новые тормозные колодки задние вместе с барабанами. Я их уже снял, разобрал, посмотрел. Я не буду заказывать там с цилиндриками и пружинками, просто набор колодки и барабаны. Еще что нужно? 4 колеса поменять, я их уже купил. Ну, понятно, что нужно еще там джентльменскую работу сделать, пропылесосить, убрать, помыть, там все такое. Хотя, кстати, салон там не ушатанный, в принципе нормальный. И пройти по этой машине тюф. Вот, собственно, и вся работа. Поэтому я и говорю, что проект этот будет, наверное, из двух частей, не больше, потому что здесь работы практически мне на неделю. Это так, походить каждый день, почухать и привести ее в порядок. Значит, что я купил по этой машине уже? Какие запчасти? Ну, соответственно, комплект колпаков. Я люблю колпаки. Колпаки оригинальные, кстати, фольксвагеновские. Купил за 20 евро. Всего-навсего. И были тут в 10 километрах от меня. Вот это старые барабаны снял. И купил комплект 4 колеса. Посмотрите, какие колеса. Практически новые. Практически новые. 8 миллиметров точно глубина протектора. Хозяин сказал, что они поставили, сняли что-то и продали машину. Поэтому резина осталась. Резину я купил за 60 евро. Еще раз повторяю, колодки и барабаны я уже заказал. Они должны быть через пару дней. Вот. Ну, насчет тюфа тоже там я договорюсь, все это дело сделаю. То есть проблем никаких не будет. На этом буду заканчивать это небольшое видео. Ознакомительное видео. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментах. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем хорошего настроения. Всем пока.